Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. И сегодняшний расклад – срочное послание высших сил. Какие знаки подают вам высшие силы, в чем вы, возможно, поставили точку, а оказалось вовсе не точка, а какое-то многоточие. Вот вполне вероятно, у нас время сейчас с вами такое, и какая-то история из прошлого может вернуться, а возможно и не совсем история, а это будет связано с конкретным человеком. Давайте мы с вами рассмотрим подсказки, как от высших сил, подсказки карты. Вначале выполним сигнификацию. И наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, и так и для моих любимых девочек. А вот тут, судя по всему, кто-то тут скрывается, а не что-то, да? Может быть, я допускаю. Потому что король кубков – это явно про личную жизнь. Но, может быть, у вас сейчас как раз нерешенная какая-то тема. И вы думаете, а какой же смысл скрытый в человеке, да? Почему он, может быть, вернулся? Или она? По полу карту не будем рассматривать. Мужчины просто перекладывайте на себя. То есть для чего-то это человеку нужно. И тут явно будет фигурировать человек из прошлого. У кого-то, может быть, и не прошлое, а настоящее, но были какие-то заминки, было что-то непонятное. И вы, возможно, уже... А вот тут и правда, вы что-то оставили позади. А тут, смотрите, нулевой аркан говорит о том, что, может быть, была любовь, может быть, были чувства. А вот теперь как отношения проходят трансформацию. И тут у каждого будет немножко по-своему. А для кого-то была, может быть, история, которая имела даже паузу, было прекращено общение, а вот сейчас идет как что-то с чистого листа. Может быть, вы и встретили какого-то человека случайно. Такое тоже я могу допустить. Но явно вы тут что-то оставили уже позади. А сейчас у вас, посмотрите, нулевой аркан – продолжение следует. И, может быть, это в виде страстной любви и отношений, да? Но я точно так же все же жезлы. Это у нас, по сути, прообраз бизнес-вумен, мои дорогие девочки. Вот для мужчин и для девочек тут будет немножко по-разному. Для вас, мои дорогие мужчины, это есть какая-то женщина, которая, ну, тут действительно есть и ваш интерес, и все же по этой карте страстное желание продолжать контакты с ней. Мы не говорим мотивы пока, а для вас, мои дорогие девочки, я такое могу допускать, что это вот именно в вашу сторону кто-то сейчас, может быть, принял такое решение, это точно. По поводу вас приняли решение, что ну нет, не готов терять, не готов расставаться. Или для вас, пусть это будет даже связано с работой, опять же, жезлы. Ну, видимо, хоть и есть кубки, но есть интерес, может быть, человека к вам. Возможно, вас напрямую связывает еще пока работа. Или для тех, кто, может быть, имеет семейный бизнес, или есть какие-то нерешенные вопросы, которые касаются денег, документов и дома, да? Нерешенная тема, и как-то нужно подойти к этому вопросу, ну, с новых позиций. Поэтому тут есть явно у человека интерес. Но вот интересно, и вы-то сами, что вот в вашей жизни сейчас происходит? Ну, тут нам не совсем говорят скорее о вас, хотя, может быть, по аркану король кубков это больше будет свидетельство, как, ну, вот именно то, что происходит в вашем сердце, в вашей душе, или какая-то прежняя история любви. Но тут явно уже пара нам выпала, да, но в разных энергиях мы говорим. И, может быть, сейчас у вас, да, по семерке пентаклей сложилась такая ситуация, мы не можем это исключить, или мы не можем от этого отказаться. Возможно, кто-то ждет документ или ждет важную встречу. И в то же время, вот прямо сейчас сказать, что что-то прояснилось, или тут нам говорят вроде как, да, с чистого листа. И вроде бы и были какие-то попытки, или, может быть, происходил какой-то контакт у вас, да? И вот теперь вы там так или иначе, вот какое ожидание. Какой следующий шаг предпримет, может быть, человек? Или пусть это даже для кого-то проиграется, как та или иная инстанция, или, ну, какое-то контактное даже, да, лицо.
но я могу предположить, что вроде бы была какая-то динамика, тут пошло, да? А потом опять что-то вот как не то пауза, не то вынужденное ожидание, вот что-то такое. Но все-таки давайте поточнее, что вот в вашей-то жизни происходит прямо сейчас. Ну нет, опять же, все-таки личная жизнь. Мало раскладов у меня на личную жизнь, но, видимо, вот теперь наступает время. Ну, как будто карты нам говорят, ты же не хотела увидеть пару, так вот посмотри в двойном эквиваленте. Вот смотрите, у нас выпадает король кубков и королева кубков. И то же самое, только в жезлах. Поэтому у кого-то действительно будет тот союз, который где-то он цепляет и личную жизнь. Но есть и те вопросы, которые не решены. Может быть и деньги, может быть и жилье по четверке жезлов. Может быть и, знаете, та история, которую, ну, сейчас вы не можете от этого отказаться. А тут все же, вы знаете, тут какая-то радость. Вот вы радость определенную получили. Или какой-то вам это было приятно, скажем так. Может быть, польстило, какое-то внимание в ваш адрес. Но восьмерка жезлов может свидетельствовать о том, что вы или получили уже какую-то информацию, которая такая стремительная, или вы ее получите со дня на день. У вас у самих сейчас может что-то меняться по части дома, по части вашей недвижимости. Или пусть это будет как, ну, пока это еще не что-то сформированное, а на уровне вашего предчувствия. Паш мечей. Тут будет явно не одна новость. Возможно, правда, вы получили что-то неожиданное и понимаете, что вам сейчас нужно действовать. Тогда примите к сведению. Как минимум еще 2 новости вы точно получите. Иногда я восьмерку жезлов называю карта доброй трансформации, потому что как пространство, сама судьба, мои дорогие, ускоряет какой-то процесс. И, возможно, это тот процесс, который вот ни шатка, ни валка, и непонятно в какую сторону идет. А тут вот, видимо, так складываются обстоятельства, как и при, ну, может быть, тех событиях в той местности, где вы находитесь, но точно так же в событиях, жизнях людей, с которыми вы контактируете, как будто соединяет несколько дорог. Судьба вашу и чью-то еще. А вот зачем это нужно или какое важное послание, если вам где-то импонирует, да, тут однозначная такая сигнификация, не промахнешься. И если вот это с вами где-то перекликается, давайте будем узнавать, потому что как минимум 2 пажа, 2 весточки или 2 известия, или, как по восьмерке жезлов, буквально может даже звонок какой-то произойти, и вам предложат какую-то встречу или забрать, допустим, или подать какой-то документ, или действовать как-то быстро. Поэтому, если мы бы спросили, к чему приготовиться, ну, наверное, не случайно видео вы открыли, потому что сами можете интуитивно ощущать, что что-то тут только начинается, похоже. Хотя это может быть связано с каким-то знакомым случаем, вопросом или историей. И вот если подходит, я сейчас соберу эти карты, и давайте будем узнавать, что это для вас. Что вы там оставили позади? А вам сейчас это вновь не только подает знаки, но и будет продолжено. Что будет продолжено? Что произойдет в ближайшее время? Что вам хочет сказать Вселенная или тот знак, который вам хотят передать высшие силы? Вот тебе и знак. Неожиданно, правда? Карта трансформации, карта башня. Перемена, правда, у кого-то может быть связанная с местом жительства. Какая-то прежняя история. Дважды трансформация. Наверное, наша сигнификация сразу открыла многие вопросы, потому что уже как бы, да, добрая трансформация, но карты хотели вам явно, мои дорогие, кто сейчас смотрит, и у кого вот именно сигнификация, прям так, знаете, как эхо отдается в вашей душе, в вашем сердце, но это только начинается. Потому как здесь придется включить, знаете, как такое здравомыслие, холодное мышление, потому что вы чего-то не сможете изменить. Стремится к завершению какая-то история. И я не говорю сейчас, да, мы рассматривали по сигнификацию больше, по крайней мере,
мы могли предположить, что вы-то сейчас думаете о, возможно, личной жизни или решении своего личного вопроса, то, что вашей личности касается. Но есть и взаимодействие, а здесь еще и внешние события, два старших аркана. Это то, что вы совсем скоро узнаете. Тут, правда, два, по сути дела, известия. Давайте, раз так немножко неожиданно для меня, будем прояснять каждую карту в отдельности. Что будет означать эта трансформация? Или что это будет означать? Это будущее, которое меняет вашу жизнь, судьба. Что вам посылает судьба? Может быть и так. У вас явно будет решен какой-то денежный вопрос. Да, и денежный вопрос, он будет перекликаться для кого-то с семьей, вопросами пары. Одновременно могут быть и дети. И все-таки я по пажу Пентаклей, если мы рассматриваем эту колоду, то тут может быть какая-то поездка. Или это какая-то весть. Вот смотрите, у нас выпадает король Пентаклей. Поэтому здесь действительно на финансовую вопросы или контакты, может быть, у кого-то это проиграется как банк, а у кого-то вам придется согласование. Ну, бумаги, финансы, вот здесь может быть взаимосвязано. Важные персоны, с которым вам, как по судьбе, ну, необходимо будет держать как и баланс, так и буквально договариваться. Вот что означают перемены? Мы говорим, трансформация – это и есть перемены. Вот когда вы окажетесь в ситуации, которая поначалу, ведь башня, она всегда неожиданна. Она всегда вот, мы этого не ожидали, мы уже настроились на что-то одно, а нас тут как пространство перепланирует. И поначалу мы так можем быть шокированы, растеряны. А что с этим делать? Или а как мне теперь быть? То есть, знаете, это когда в один миг ты понимаешь, те планы, которые ты построил, да, забудь про свои планы. Вот тебе с этого момента нужно что-то по-другому начать думать. Вообще в новом ключе. И это по судьбе. Но карты вам сразу говорят, как будто не тушуйтесь, не сомневайтесь, может быть, именно в своих силах, что вы способны это преодолеть. Потому что сама судьба пытается как-то кардинально изменить вашу жизнь, причем в лучшую сторону. Тут будут либо предложены, либо вами рассмотрены какие-то варианты, которые, поверьте, намного поприятнее, чем то, что было прежде. Вот конкретно так карты и говорят. Что еще? Давайте будем узнавать. Причем это для кого-то из вас будет связано либо с какой-то далекой, да, вот траекторией. Может быть, это будет проигрываться, как правда, переезд, перемены. Но для кого-то это может быть и работа, я не исключаю. Для кого-то это может быть важная встреча, аркан звезда. Иногда свидетельствует, должна сказать, может быть, о том человеке, с кем вы сейчас на расстоянии. Это факт. Какая-то важная встреча у вас состоится. И вполне вероятно, в этой встрече вам придется, знаете, но так тоже рассмотреть именно тот вариант, который сейчас в ваших руках, быть реалистом. Возможно, не исключаю, что то, что вы узнаете в последующем, ну, это будет вот как, допустим, мы говорим, да, по аркану башня, это то, что мы не можем изменить. Но потом следом вы окажетесь еще в одной ситуации. Вот явно тут будет какой-то контакт, я больше вижу, потому что тут судьбоносные именно идут события. Возможно, это люди, которые наделены властью, ресурсами, которые что-то желают делать, сделать по закону, а возможно и для вас тоже, вам как бы хочется вот подвести знаменатель, и вы будете видеть, ага, у меня как будто сейчас такая ситуация, что я назад ретироваться не могу. И вынужден или вынуждена рассмотреть то, вот как синица в руках, тот вариант, который вот именно сейчас я могу применить к жизни. Не где-то там что-то, ну, как сама мечта, ну, может быть, это и здорово, конечно, но будьте готовы, что жизнь где-то заставляет вот именно более злободневные вопросы решать, но с прицелом все-таки на мечту, с прицелом на какое-то далекое будущее. То есть видеть не совсем вот только сегодняшний момент, там, ну, например, с позиции нравится, не нравится, вписывается в мои планы или ни черта не вписывается, какая-то ерунда.
Вот альтернативный вариант, мои дорогие, вам придется рассмотреть, и, возможно, для кого-то это будет совпадать с переездами, поездками, может быть, и мелкими такими перемещениями, контактными лицами, получением, возможно, даже документов. Вот очень интересно, тут у меня даже 2 карты выпало. Причем, смотрите, карта Луна. Придется пройти как на ощупь. И, может быть, даже вот по королю мечей это будут какие-то важные согласования. Причем у нас аркан Иерофант. Важные предложения. Опять же, все то, что я сказала, документы. Потому что по этой карте тоже идут люди, которые либо занимают пост высокий, либо ресурсные все-таки люди. Люди, не назовешь их, которые живут эмоциями, нет. Тут именно рационализм. Может быть, и вам карта говорит, вот с такой холодной головой тебе придется решать вопросы, и ни разу не про эмоции, а эмоции как раз и будут накрывать, потому что аркан Луна. Конечно, вот в таком сочетании это как слушай свою интуицию, потому что то, с чем ты столкнешься, да, трансформация, ну, как вообще, ни в какие ворота не лезет. Мы могли это предполагать. Возможно, это были какие-то намеки, подсказки даже вашей собственной интуиции, души, будем говорить. Но вы не предполагали, что в реальной жизни такое может произойти. Так вот, как раз что-то подобное, о чем вы, возможно, когда-то думали. Или, вот говорят, бойся своих желаний. Ну, почему-то мне сейчас такая мысль пришла в голову. Вы могли о чем-то думать в прошлом и даже мечтать, мои дорогие. А потом, может быть, длительный период шел, когда уже и забыли об этом думать. И вот теперь как вам пространство, преломляясь, да, вот или преломляя вашу мечту, в те обстоятельства, в которых вы теперь оказываетесь, вам как раз дает возможность что-то совершить. Но вы к этому внутренне не будете готовы. А тем не менее, карта поэтому, наверное, как это срочное послание, видимо, высшей силы вам через карты, да, вот даже таким способом, ну, приглашают как минимум вас рассмотреть альтернативный вариант, который может быть внезапен сам по себе. Это как резкий поворот судьбы. Давайте вторую карту проясним. Что же это тут завершается? Что тут стремится, опять же, вот бывает же такое, хотя, честно говоря, в моих раскладах, чтобы вот 2 такие карты рядом выпали, это крайне редко. Поэтому у нас сегодня какой-то удивительный расклад. И вот конкретный вопрос, что в вашей жизни завершается? Колесо фортуны. Еще один старший аркан говорит о том, что тут быстро что-то завершается. Более того, у тебя вообще сейчас в других энергиях пойдет жизнь. Как будто тебе придется оказаться среди новых людей. Смотрите, еще аркан правосудия. Тут все завершается, я часто говорю, карта кармы. Вообще удивительно то, что карма, мы говорим по аркану Иерофант, правосудие то же самое. Причина и следствие – это все то, что я только что говорила по первой позиции. Вы о чем-то могли думать, а вот то, что вы тут завершается какая-то реальная сейчас история. А наоборот, то, что вы могли только предполагать или мечтать, это вот преломление реальности и происходит. Или преломление пространства. Какая-то петля времени, так и хочется сказать, правда? И нам по этой карте правосудие как будто должно восторжествовать. Поэтому я не исключаю, конечно, и вам самим. И ведь эта карта говорит, если ты сделал какие-то ошибки, допустил, то тебе может пространство вернуть на доработку некоторые вопросы. И вполне вероятно, у кого-то это будет действительно инстанцией, когда нужно прям боголопом быстро довести до ума или подписать, переподписать, переделать какие-то документы. Но для кого-то из вас причина и следствие вам все-таки помогает. Пожалуй, и по первому варианту это тоже карты свидетельствуют. Вы когда-то сделали что-то очень хорошо. И вы, скорее всего, этого не помните. Вы успели забыть. Так вот, вам, как судьба, возвращает через помощь других людей. И
Я так думаю, что вам как будто эту помощь, этот вариант нужно принять. Точно? Шанс, карта шанса. Это то, от чего мы не можем отказаться. Это вот как прописана какая-то дорожка вашей судьбы. Вот смотрите, у нас идет 13-й аркан, да, то есть завершение. Я спросила, а что завершается? А ведь нам не рассказали. Почему не рассказали? Потому что идет сразу старший аркан. Фортуна. Ну, кто-то может трактовать, фортуна моя завершается. Да нет, тут, ведь, знаете, у каждого по-своему. Я могу допустить. Если вы этой фортуны в глаза не видали, будем говорить, а все время что-то, какие-то сложности были, так вот это будет завершаться. Тут колесо, оно может крутануться в любую, конечно, сторону. Но больше это говорит, или больше бы сказала о конкретике, если бы это был не старший аркан, а какие-то мелкие более, да, которые рассказывают о событиях, которые зависят от нас. А здесь два старших аркана говорят, да нет, тут завершается как по замыслу судьбы. Именно то, что должно было завершиться. Возможно, давно. Может быть, какая-то история, которая когда-то встала на паузу. Пауза тогда будет завершаться. С новым пониманием, с новым видением. И я бы даже сказала, с каким-то новым участием или новыми людьми. Что же это еще завершается? Решение вопросов по финансам, мои дорогие. Помощь высших сил. Ну вот, наверное, смотрите, какие добрые энергии включаются в вашу жизнь. По тройке мечей всегда карта будущего. Вообще, все тройки – это на будущее. И нам, если вот у вас выпала тройка пентаклей, и это ведь всегда карта своеобразного экзамена. Ну, у кого-то может буквально проигрываться экзамен, да, или какой-то зачет, получение документа, сертификата, и вам нужно что-то сдать, какой-то предмет, подтвердить профессию, может быть, да, такое тоже бывает. И вот это временно, то есть это ты преодолеваешь, это заканчивается уже, да, и карты нам, тройки, рассказывают, где вы сейчас, вот в данный момент, а на будущее, каким образом это будет влиять. Так вот здесь любое знание, любая бумага, мои дорогие, она вам будет помогать в будущем. И если мы говорим знание, кто-то учил языки, кто-то язык программирования, а кто-то просто навык в руки свои как получил, да, но именно сделать что-то своими руками, может быть, как мастерство, какая-то профессия, ремесло. И тогда, потому что по тройке пентаклей нам это в последующем будет приносить доход конкретно. А если мы говорим о тройке мечей, где вы сейчас? Вас уже нет в прошлом. Вот вы сейчас можете быть как в безвременье. Чувствовать где-то нам, предположительно, человек по Луне, который очень интуитивный, и, скорее всего, вы действительно чувствуете. А кто-то из вас, может быть, один-двое, среди вас есть такие, но это, знаете, как дар ясновидения. Вы когда-то об этом подумали, и вот сегодня, может быть, или недавно оглянулись назад и пришли к выводу, а ведь и правда, из того, что я хотела или хотела, а ведь мне пространство это возвращало. Вот поэтому вот и такой может быть нюанс. Если мы говорим интуиция, то вы смотрите видео, вы пытаетесь просчитать, куда пути дорожки судьбы вас приведут. Я сейчас сложу. Это были поясняющие карты. Но давайте мы не ответили все же на вопросы. Вот нам карты прямо все кричат, что тут ты, даже если бы хотел, как вот это колесо судьбы, да, повернуть вспять не получится. Тут будут развиваться события именно так, как уже прописано там свыше. Но все же сигнификация нам говорила о какой-то истории, которая касалась и личной жизни. Поэтому кого вы там или с чем, может быть, с кем будет все-таки это связано, вы уже, может быть, оставили позади, а вновь подает, приходит в вашу жизнь. Какие знаки в конечном итоге нам подскажут высшие силы, что вам прямо сейчас нужно услышать в контексте того, что нам уже карты рассказали. Ты скоро окажешься на выборе. Причем этот выбор мы должны делать вот про интуицию, да? Обратите внимание, колода ведьмочек, и мечет она дротики, четко в мишень попадает, а глаза завязанные.
Ты будешь на выборе без выбора. Мы только что эту карту видели. И вроде перемешала неплохо. Тройка жезлов. И если была какая-то пауза, или когда ты ничего не мог предпринять, двойка у вас тоже выпадала, тройка жезлов, мы говорим будущее. Вот ты будешь совсем скоро менять свои планы. Возможно, ты будешь менять маршруты. Возможно, опять колесо фортуны. Возможно, тебе придется переносить сроки. Возможно, ты что-то будешь вот действительно переделывать. Но будет четкое понимание, как нужно действовать. Потому что 13-й аркан, вот если бы мы по двойке мечей еще какую-то путаницу предполагали, поэтому вам несложно будет принять какой-то выбор. Сделать, может быть, или выход вы будете искать, да, из создавшейся ситуации. Тут словно по 13-му аркану это, знаете, как на ладони, потому что тут нет уже сомнений, тут уже все понятно. Есть как будто два пути или две дорожки или два варианта, но один уже однозначно не работает, а по второму, вот видите, как у вас дорога в будущее, да? Так вот, с одной стороны, один путь, одна дорожка, куда нет смысла уже идти. Это уже именно связано с прошлым. А вот то, что касается будущего, здесь буквально колесо фортуны. Ладно, что вам нужно услышать прямо сейчас? Что-то я по две карты достаю. Восьмерка Пентаклей нам может свидетельствовать о том, что много работы. Может быть, у кого-то тема буквально связана с деньгами, с документами, и вам придется пунктуально, методично вот что-то совсем скоро осуществлять или доделывать, доводить до ума. Может быть, и работать много, может быть, закрывать какие-то финансовые вопросы, мои дорогие, но у вас хватит на все сил. Потому что карта критического мышления, безусловно, карта силы. Договариваться все-таки придется, потому что лев – прообраз нашего эго. Это точно договариваться с людьми, а то и действовать, понимаете, в той ситуации, когда разрозненная информация, может быть, совсем скоро будет поступать в вашу жизнь, и вы должны быть к этому тоже готовы. Это тоже как часть послания. Мы не по пятерке жезлов, мы не верим на слово, мы перепроверяем. Мы, может быть, вынуждены перелопатить тонну информации, пока мы вот выудим что-то полезное, рациональное. Но могут быть точно так же и люди, которые обещают, но потом забывают. Поэтому не надейся на людей. Вот для вас сейчас послание высших сил, если мы говорим, наверное, подушка безопасности – это тема номер раз. Потому что в последующем вы можете столкнуться с разными, как и персонажами, так и с разной информацией, которая, ну, если вот, если бы вы на что-то согласились, то это было бы для вас ошибкой. Поэтому перед тем, как вы вынесете или вердикт, или кому-то скажете «да», здесь нужно продумать, как и свои какие-то запасные маневры, это точно, и в частности по финансам, или продумать какой-то самый минусовый вариант. Знаете, как пусть он не случится, но если что-то пошло не так, я точно знаю, что делать. Это тоже часть послания. Двойка жезлов. Вы явно услышите какую-то новость, и вам нужно с ней не торопиться. Вам придется что-то подождать даже, да, как какой-то, возможно, документ. И я, кстати, не исключаю, что вы столкнетесь с каким-то человеком, точно. Либо это будет человек, либо это будет инстанция, либо будет какой-то пересмотр, подготовка документов, когда это будет по срокам смещено. Ну, наверное, у вас тут все произойдет ровно тогда, когда это нужно. И вам будет очень важно, смотрите, если вот у нас первые карты, да, как карта сила, и все-таки одна из лучших карт в колоде на достаток, будем говорить, да, восьмерка Пентаклей. Это карта ресурсного человека, который умеет и работать, и зарабатывать. Но, видимо, поэтому хотят вам передать высшие силы, что как тут по информации по людям нужно надеяться на самого себя или саму себя, то тут еще и могут быть заминки, будьте к этому готовы. Иногда, когда бумажку какую-то мы важную, я имею в виду документ, не получили, мы можем горевать, печалиться и думать, ай, ничего не получится, все вот оно как-то так вот криво, а на самом деле нет. Здесь просто у каждого события свой срок.
У вас, потому что много старших арканов. Ну и все позиции предыдущие, которые мы с вами рассмотрели, правда, кому необходимо, прокрутите назад. Я думаю, по этим двум позициям, может быть, даже в тот момент, когда вы будете сомневаться, то вас это будет, ну, несколько успокаивать. Это ж вот так надо было, чтобы выпали карты, да, 2 карты трансформации. А трансформация – это нелегко. Но будьте готовы к тому, что какой-то человек как может дать попятную. Потому что рядом аркан-отшельник. Извините, повешенный. Что вам еще хотят передать высшие силы? Новости, все равно добрые новости спешат в вашу жизнь, аркан Солнца, мои дорогие. Но вот ваше вам возвращается, это точно. Но для этого, видимо, еще какой-то... Будьте к этому готовы, мои дорогие. Вам еще предстоит пройти определенный какой-то этап, когда не все так быстро. Конечно, шикарное сочетание, вот эта карта помощи высших сил и финансового достатка. И поэтому тут придется пересматривать, правда, стратегии и тактики. Меняется ваша жизнь, понимаете, меняется ваша судьба. И какой-то переломный момент, может быть, так и будет, когда услышали одну новость, потом вторую, третью. Вроде какой-то план себе состроили, поставили, да, а тут вы слышите еще что-то и понимаете, опять весь этот план придется переигрывать, потому что ну так не получится. Но значит, это тоже вам во благо. Просто тут, знаете, как держать руку на пульсе и рассмотреть все то, что идет в вашу жизнь. Потому что вот это, знаете, как нить Ариадны, ей-богу. Вот сейчас так ваша судьба будет складываться. И если мы не предвзяты к чему-то, если мы сами себя не настроим, вот что вот должно быть так, а ну бац тебе и эдак, ну тогда для нас неожиданностей больше, а я бы сказала, тогда мы сокрушаемся больше, расстраиваемся. И поэтому, может быть, на что-то конкретное пока сложно настроиться. Поставьте себе действительно планы, которые, как вариант, могут быть. И в зависимости от того, что это будет или как это будет выглядеть в ближайшее время, события, поверьте, для вас тут приготовили более счастливую дорожку. Это карта доброй трансформации. И если вот у вас выпало 2 трансформации, да, как и аркан башня, так и 13-й аркан в прежних 2 позициях, то в конечном итоге посмотрите, что вас ждет. Радостное известие, добрая трансформация, аркан Солнца, карта ясности. У вас все прояснится. Иногда так бывает. В одну кучу свалилось, а потом почти одним махом. Или решается одна какая-то сфера жизни, а следом подтягивается и все остальное. Мои дорогие, высшие силы вам помогают. Карта финансового успеха, достатка, карта собственной безопасности, карта выбора правильного направления. И более того, я часто говорю, по аркану Солнца приготовьтесь месяцев 6-8. Перекладывайте и на себя, мои дорогие, но это путь к Солнцу, 6-8 месяцев. А я благодарю вас за ваши душевные комментарии, очень добрые. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. Ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Берегите себя, мои дорогие. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.